воскресе! Друзья, большое спасибо всем тем, кто откликнулся на призыв, кто участвует в наших сборах. Мы дальше продолжаем делать субтитры на английском языке, чтобы люди могли знать правду, люди во всем мире о том, что происходит в Украине. Пожалуйста, если вы считаете, что это важно, чтобы все, что говорится, переводилось на английский, а даст Бог со временем на другие иностранные языки, то, пожалуйста, присоединяйтесь к сбору в комментариях. Я также благодарен всем, кто пишет, кто комментирует, кто делится ссылками на видео, но все равно по статистике вижу, что большая часть просмотров идет от людей, которые пока еще не подписаны на канал. Потому, если вы этого еще не сделали, исправьте это досадное недоразумение и подписывайтесь на канал Денис у микрофона. Сегодня опять поговорим о Максиме Остапенко, исполняющем обязанности директора заповедника Киево-Печерская лавра. Не так давно он дал интервью, Пятому каналу. Там, правда, были еще какие-то СМИ. Достаточно интересное интервью, которое стоит послушать. Тем более, в общем-то, там, похоже, он уже очертил свое желание, то, что он видит на территории Киево-Печерской лавры, и где, похоже, он может, прекрасно пилить бюджеты, о которых он так мечтает. В планах заповідника стати не просто історико-культурною пам'яткою, а потужним культурним бастіоном в інформаційній, в культурному спротиві того, що робить Росія. І одна з надзвичайних потреб, те, що я особисто бачу, і це підтримує і розвиває пан Олександр Ткаченко, це те, що необхідно співпрацювати з людьми, які зазнали найбільших втрат під час війни, які постраждали від полону, від бойових дій, які мають важкі поранення або контузії, і це ціла категорія людей, які потребують психічного, духовного відновлення. Как вы понимаете, он говорит о военных, он говорит о солдатах, хотя, мне кажется, наибольший ущерб понесли как раз люди мирные, которые солдат всегда знает, куда он идет. Если его там не отловили только где-то и не силой вытолкали, то, в общем-то, это его осознанный выбор. Он понимает, на какой риск он идет, он понимает, что есть риск быть убитым, попасть в плен, проходить через определенные испытания, то у мирного человека, который живет, в общем-то, мне кажется, что риск гораздо больше. И вот на них стоит обращать особое внимание. Но здесь он лукавый человек, он прекрасно понимает, что под это он может найти финансирование. И самое главное, это же благородно, можно просто-напросто прикрыться ранеными, а тут еще и какие-нибудь капелланы нарисуются на горизонте. Благо их очень много, всех расцветка мастей, как говорится, и вероисповеданий. А тут уж можно сыграть на этом поле, как говорится, собирая буквально з кожного. В общем-то, слушаємо далі. Де, як не в лаврі, це робити. Тут є унікальний комплекс історичних пам'яток, тут є унікальні об'єкти культурної спадщини, до яких можна в різний спосіб долучити бійців, які пройшли полон, які пройшли тортури. Тут можна поспілкуватися з священниками саме в місцях перебування святинь українського народу. А можно, например, делать в баптистских молитвенных домах или пятидесятнических. Там даже есть гостиницы при некоторых молитвенных домах. Прекрасно можно все организовать. Можно сделать партнерство с какими-то западными странами. Возить туда на реабилитацию. Да, все это можно сделать. Но нет, это нужно делать в Киево-Печерской лавре. Это нужно делать в месте, где молятся о стране, где прежде всего совершаются величайшие таинства. Но давайте все это перекроим, давайте повторим подвиги тех людей, которые в 2018 году делали примерно то же самое. И тоже решали там открывать какие-то госпитали, какие-то лечебницы, еще что-то на территории обители. В общем-то, слушаем дальше. І людина, яка пройшла ці найжахливіші випробування війни, вона може, власне, тут відчути, заради чого вона воювала, і що це його спадщина, це спадщина його дітей і онуків. Тобто, з одного боку зв'язок поколінь, з іншого боку, через культуру, через духовність, якраз підтримка бійців, які потребують найбільшого зараз. Понятно, что это все такая дешевая манипуляция, но человек, который что-то делает, если он атеист, или мы видели, кого там только нет, кто там только не приходил, он не может разделять ценности какого-то православного наследия, потому что прежде всего это православное наследие. А если человек буддист, а если человек мусульманин, то какое отношение он имеет к Киево-Печерской лавре? Просто походить, посмотреть на росписи, посмотреть, что там на стенах, или какая там кладка.
Ну, наверное. Ну а остальное нет, там не будет никакой духовной составляющей. Или человек, например, свидетель Иеговы. Может быть. Это свобода выбора, свобода вероисповедания. Какое отношение он имеет к Киево-Печерской лавре? Никакой. Не издается там журнал «Сторожевая башня». Да как так-то, а? Ну, в общем-то, никакого отношения не имеет и никакой пользы. Но нет, это принесет пользу его душе, потому что наконец-то он прикоснется к единой святой соборной апостольской церкви, придя сейчас в лавру. Но что там будет, если вдруг там начнет вовсю хозяйничать Остапенко и ему подобные? Но мы же понимаем, что ничего хорошего там не будет. Вот слушаю я это все, у меня такое некоторое дежавю. Вот где-то я все это видел, где-то я подобное уже слышал. Вспомнил где. Да знаете ли вы, что ваш клуб 4 коней при правильной постановке дела может совершенно преобразить город Васюки? Поэтому я предлагаю в Васюках надо устроить международный шахматный турнир, и все. То есть теперь Остапенко хочет строить там новые Васюки, прикрываясь ранеными, прикрываясь капелланами. Он там хочет строить свою такую империю, не имея ни планов, не имея никаких-то проектов, бюджетов, да и денег на это по большому счету. Он говорит, что денег нет на то, чтобы сейчас все содержать, и он не знает, как это делать, а тут хочет настолько расширять деятельность. Но неужели эта жажда такого сребролюбия, она настолько все затмила? Но он продолжает. Тому що якщо буде втрачено час, люди або розчаруються, або переходять такий стан, що з якого їх вже неможливо повернути. Тому зараз треба робити реабілітаційні такі проекти. І Тайра, вона приїхала з капеланами саме для того, щоб ми сформували певну історію, певний пул ідей, які можуть надати заповідник, що можуть робити капелани, що можуть робити священники в печерах, для того, щоб об'єднати і вже запустити цю програму якомога швидше. Да оставьте в покое лавру, в конце концов. Делайте это в других местах. Есть масса госпиталей, масса больниц. Развивайте региональную медицину, потому что не все люди живут в Киеве. Делайте там, чтобы люди могли в своем городе получать тот же комплекс услуг, который он может получить в Киеве. Этим нужно заниматься. И этим должны заниматься профильные министерства, и уж точно не исполняющие обязанности директора заповедника Киево-Печерская лавра, который хочет за счет монахов, за счет их каких-то построек, за счет их обителей решать какие-то свои, как мы видим, вполне себе мелочные вопросы. Хотя вроде бы красивая идея, такой пузырь надувается, но мы понимаем, что за ним ничего нет. И даже идея не сформулирована так пока. Разговоры, планы, так сказать, которые он хочет осуществить, чуть ли не через месяц. В межах монастиря завжди знаходилися шпиталі. І це була традиція ще з часів і Київської Росії, Козацької України. І зараз люди потребують не скільки тут фізичної допомоги, скільки психологічної. І в поєднанні з культурними пам'ятками це можливо. Конечно, мы же читали в летописях, что в Киевской Руси там были аппараты МРТ, там были капелланы, там были психологи, там были специалисты широкого профиля, и уж точно там была развернута работа. А уж Максим Остапенко там был 100%, лично обелечивал каждого при входе, так сказать, чтобы провал дальше не проваливался. Но что происходит? Вот скажите, это вещается на основных каналах, это показывается, и нет какой-то такой серьезной реакции. Вы действительно тоже считаете, что это нормально и хорошо? Я думаю, що протягом місяця ми анонсуємо вже конкретні дії, тому що у нас є пропозиції і від художників, і від реставраторів, і від археологів, які готові бійців долучити до реставраційних, до археологічних досліджень, як це робиться в Європі. Це звичайна практика. А что до этого делали все эти люди? А что не делали все 8 лет? А что не делали с 2014 года? А почему тогда не привлекали? А почему тогда ничем не занимались? Наверное, потому что Максим Остапенко не пришел? Или попы им эти мешали? Я ж понимаю, что не делали, потому что они не в состоянии ничего делать. А если бы хотели делать, то делали бы сейчас. А пока мы видим пустые разговоры, которые, понятно, являются лишь предлогом для того, чтобы напасть на монахов, предлогом для того, чтобы забрать эти святыни Украинской Православной Церкви. И устроить там свой такой свечной заводик. Хотя, мне кажется, другие вопросы ему не дают покоя. Послушайте просто, он начинает за здравие, как говорится, а заканчивает, как обычно заканчивает.
Те, що намагався перетворити московський патріархат, тому що дійсно це було перетворено в величезний бізнес по реалізації тут російських виробників, російських товарів церковного призначення без податків за абсолютно заниженими тарифами, електроенергія, всі власне речі, які мали звичайні підприємці сплачувати, тут не сплачувалося. Серьезно? Не платили за электроэнергию, за остальное поди не платили? А кто тогда платил за это все? Вы же знаете, если вы не платите за коммунальные услуги, их достаточно быстро отрезают. А откуда же эти огромные счета на коммунальные услуги? Интересно получается. Но мне кажется, это уже повод за клевету подавать на него в суд, хотя я понимаю, что все это... Но все это, к сожалению, пока ни к чему не приведет. Но неплохо бы, чтобы разные международные организации обратили внимание на такого ретивого деятеля, который тут же огульно обвиняет, мол, да посмотрите, ни налогов, ничего. Ну, во-первых, религиозные организации налогами не облагаются. Они могут собирать пожертвования на свою деятельность. Они могут вести хозяйственную деятельность для обеспечения нужд. И вы понимаете, монастырь — это огромный организм, где нужны и швейные мастерские, и огороды, и много чего другого. Да паломники просто, придя туда, хотят тарелку супа съесть. Им тоже нужно этот суп приготовить и отдать за какие-то их копеечные пожертвования. И много-много чего другого. И помогали и бездомным, и кормили, и одевали, и переселенцы, и чего там только не было. Но это никто не хочет замечать. Давайте вот расскажем сказки о том, кто там чем торговал і хто за що не платив. Але бізнес йшов дуже потужний. І от позбавити з одного боку економічну складову, тому що не можна дивитися на те, що досі тут торгують товарами, виготовленими в Російській Федерації. З іншого боку, повернути тих духовних людей, які дійсно переживають про святині, про збереження мощей святих, про популяризацію цих пам'яток, повернути їх до української лаври. І це основна задача, і я сподіваюся, що і міністерство, і суспільство, і представники релігійних організацій теж до цього долучаться. Мы понимаем всю ничтожность всех этих обвинений, понимаем, насколько они смешные, понимаем, насколько они нелепые, но все равно он продолжает их говорить. Ведь лучшая защита — это нападение, а тут вот как раз такая удобная жертва, и Пятый канал под боком, и другие какие-то активисты с кровавыми простынями, и кого там только нет, как на Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. И Максим Остапенко продолжает. Я думаю, ви знаєте, що частина монахів перейшла до Православної церкви України. Це те, що з офіційних кроків. Але є монахи, які не просто декларують, а які дійсно намагаються робити кроки по відношенню до громадянського суспільства, до тих бійців, які потребують реабілітації, до збереження українських святинь. Серьезно? А часть это кто? Растрига Авраамий? Растрига Авраамий перебежал? И за ним прям колоннами пошли. Не пошли, слава Богу, не пошли. Остались верными своей церкви. Остались верными Богу. Ну что это вообще за разговор? Вот. Вы же понимаете, вот дьявол кроется в этих всех детальках. Вот они, детальки. Вот, это буквально колокол вам, что человек лжет. Откровенно лжет, он обманывает. Но иногда людям, в общем-то, все кажется, что это Божья роса. Такой вот Максим Остапенко. Ну і напоследок. До нас звернувся отець Авраамій, який виконує обов'язки настоятеля Києво-Печерської лаври з боку Православної церкви України. У нас підписана угода про богослужіння Православної церкви в Успенському соборі. Вот оно что. Оказывается, они не каждый раз теперь заявлениями бегают, а уже все согласовали. Теперь Растрига Авраамий может постоянно служить. Растрига — это нормальное выражение, оно обозначает человека, который имел духовный сан, или человек, который был монахом и перестал таковым быть, потому что он сам от этого отказался, либо он был лишен такой возможности. Как мы знаем, он был запрещен в служении и, в общем-то, сам покинул обитель, хотя до этого был монахом. Потому вполне можем такой термин применять. Но это еще не все. Сегодня представители ЮНЕСКО наконец-то пришли в Лавру. Походили, правда, только по верхней лавре. Вот одна из фотографий этого визита. Согласитесь, супер показательная. Показывает талант Остапенко, что там просто все великолепно. Это верхняя лавра. А комиссия сейчас ходит по нижней, которой вроде бы заповедник давно должен был заниматься. Но что-то не особо занимается. Наверное, ждет особого финансирования. Или, может быть, все никак просто-напросто никто не сядет на потоки.
Но об этой комиссии, о том, что происходит на территории Верхней Лавры тоже, мы поговорим немножко позже. А пока, согласитесь, достаточно информации для размышлений. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона. Пошлите видео, ссылку на видео всем, кому вы только можете. И до скорой встречи.